Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приглашаю вас на мастер-класс вязания классической шапки резинкой 2 на 2. Но эту шапку мы свяжем не простой, а более улучшенной, более плотной резинкой 2 на 2. Смотрите, я показывала, как вязать этот узор резинки в отдельном видео. Это резинка двусторонняя, у нее более плотные ровные петли, она такая более пружинистая и отлично смотрится на шапках. Причем для вязания этой шапки по отвороту я вязала резинку 2 на 2, по основной части сделала резинку чуть плотнее 2 на 1. И вот такой получился эффект. В этом видео я подробно расскажу, как рассчитываю петли на вязание шапки на свой размер, как рассчитать количество петель из любой пряжи по плотности вязания. Конечно же, необходим образец узора. Как связать вот такой фиксированный отворот. Далее, как вязать, перейти на другой узор, основной узор, как вязать шапку и как сформировать макушку. Шапка очень простая, все подробно показываю, поэтому подойдет этот мастер-класс даже для тех, кто только учится вязать спицами. Дорогие друзья, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много полезных мастер-классов. Спасибо за внимание. Дорогие рукодельницы, прежде чем начать вязать шапку, обязательно подбирайте пряжу и при подборе пряжи вяжите образец узора резинки. Данную резинку я показывала в отдельном видео. Она имеет вот такой вот рисунок двусторонний. С одной стороны получаются дорожки лицевых петель, они такие более ровные, более выпуклые. Эта резинка, она хорошо пружинит и в то же время хорошо держит форму. Обязательно при выборе пряжи свяжите образец и посмотрите, как данная пряжа держит резинку, так как не каждая пряжа хорошо держит резинку. Хорошо держит резинку пряжа с хорошей скруткой. Например, вот допустим, вы свяжете какую-то резинку и проведете ВТО. Обязательно проведите ВТО, постирайте, даже можете отпарить резинку и посмотреть, как полотно ведет себя после ВТО. То есть изменяет ли образец размер. Может быть, после ВТО резинка вообще не будет держать как бы свою форму. То есть она будет такая, как тряпочка. Вот такого пружинистого эффекта может не быть. И такая пряжа, конечно же, для вязания шапок не подходит, так как у вас шапка получится как тряпочка. Я связала здесь два образца, но буду вязать вот шапку вот из такой пушистой акриловой пряжи. Это китайский акрил, вот скурил. Заказывала на китайских маркетплейсах. Хорошая китайская пряжа, несмотря на то, что это 100% акрил. Ниточка мягкая, пушистая, как вы видите. Резинку держит данная пряжа хорошо, и вот эта вот пушистость, она не лезет. И в то же время получается вот такой эффект. Пряжа мягкая, не колется, я уже проверила на тактильные, как бы по тактильным ощущениям она очень хорошая. Здесь я связала образец резинки и для отворота, и для основной части. Вот здесь даже сделала, как будет примерно убавление смотреться на макушке. Поэтому по данному образцу я буду сейчас делать измерения. И для сравнения также покажу, как снимать измерения с другого образца. Допустим, если у вас другая пряжа и будет другая плотность вязания, как выполнять расчеты, как рассчитать, сколько набрать петель для вязания, для начала вязания шапки. Смотрите, вы связали образец резинки. Резинка у нас растягивается, и вы будете снимать мерки именно с растянутого образца. То есть вы должны растянуть и выбрать то натяжение, которое вы хотите получить на голове. То есть если вы снимете мерки, как бы плотность вязания, количество петель на 10 сантиметров в ширину посчитайте именно не в растянутом виде, то у вас, конечно же, шапочка будет на голове сидеть свободно. Я буду немножко растягивать полотно
вот так вот, и придерживая вот это натяжение, снимаю мерки. И получаю, что у меня на 10 сантиметров входит 17 петель резинки. И далее я считаю, у меня обхват головы 56, 56 умножаю на 17, получаю 95,2 петель мне необходимо набрать. Мне нужно число выбрать, которое делится на 4 и на 3, так как у нас раппорт узора по отвороту 4 петли, а для основной части будет раппорт 3 петли. 96 делим на 4, будет 24 повторения по отвороту, и 96 делится на 3, будет 32 повторения раппорта узора резинки по верхней части. Мне это подходит, поэтому при вязании данной пряжи у меня спицы номер 6, плотность вязания на 10 сантиметров 17 петель, я набираю 96 петель. Если вы попадаете в мою плотность вязания, можете повторять точно так же. Вот, допустим, для второго образца, смотрите, тоже здесь немножко растягиваю узор и снимаю плотность вязания. Здесь у меня, я примерно считала, 21 петля. То есть тут 17 петель, здесь 21 петля. 21 умножаю на 56, получается 117,6 петель. То есть мы здесь сразу делим на 10 в уме. 117, понятно, что не делится на 4. То есть я здесь уже подбираю. Вот, допустим, число 120. Делим на 4, 30. И 120 делится на 3, 40. То есть 120 петель можно набрать из данной пряжи при вязании данными спицами на мой размер для вязания шапки. Это у меня ниточка полухлопок, молочный хлопок, и спицы здесь номер 4. Поэтому обязательно вяжите образцы, снимайте свою плотность вязания, снимайте мерки с головы, свой обхват головы и выполняйте расчет. Раппорт вязания по отвороту 4 петли, по основной части 3 петли. И подбирайте, выбирайте, сколько вам необходимо набрать петель для вязания шапки именно на ваш размер и из вашей пряжи. Начинаю набирать петли для шапки. Я буду использовать 2 нити от 2 клубков, чтобы не отмерять отрезок нити. И смотрите, мне необходимо сделать свободный набор петель, поэтому я беру спицы номер 6 и еще тоненькую спицу, здесь у меня номер 2,5, буду на 2 спицы набирать петли. Если я буду вот на 2 двойные шестерки набирать, то у меня очень будут как бы большие петли. Мне необходимо, чтобы просто был набор петель свободный, поэтому я прикладываю тонкую спицу. Но для начала я делаю из двойной как бы из 2 нитей начальную петлю. Далее 2 нити вот от 2 клубков распределяю на 2 пальца. Эту петлю я потом распущу и беру вторую более тонкую спицу и делаю обычный классический набор петель. И набираю рассчитанное количество. Я рассчитала, что мне нужно набрать 96 петель обычным классическим способом. Итак, друзья, я набрала необходимое количество петель. Одну нить я обрезаю, убираю второй моток и убираю тонкую спицу. Теперь распределяю вот начальный ряд по круговым спицам. У меня, кстати, здесь спицы с короткой леской, на которых удобно вязать шапки. И далее, смотрите, вот эту вот первую двойную петлю мы тоже ее снимаем и распускаем. Здесь я набрала 96 плюс 1 97 петель. И смотрите, первую петлю мы ее будем снимать и через нее перекидывать
первую набранную петлю. Здесь мы подтягиваем хвостики, и при начале вязания, смотрите, мы разворачиваем наборный ряд для вязания первого ряда. Так как у нас вязание все будет проходить по лицевой стороне при круговом вязании, здесь, перевернув вязание, то есть мы как с первой петли будем начинать вязать, и будет здесь вот по отвороту идти вот такой ровный набор, как бы ровное начало наборного ряда. Если с обратной стороны, как вы видите, как будто бы начало изнаночных петель, здесь вот такое ровное переплетение нитей. И начинаем вязать раппорт резинки. Здесь первую петлю мы снимем, переснимем, как бы ту, которую перекидывали, и начинаем вязание. Начинаем вязать с 2 лицевых петель, и мы их провязываем, точнее с 2 петель, как будто 2 лицевые, здесь будет идти первая дорожка, и необходимо провязать 2 петли вместе одной лицевой за первые стеночки. Просто провязываем 2 петли вместе. Далее идет 2 изнаночные. Далее вновь 2 петли вместе одной лицевой за первые стеночки, 2 изнаночные. И вновь 2 петли вместе одной лицевой за первые стеночки и 2 изнаночные. Итак, провязываю этот ряд, повторяя раппорт. Так, здесь у меня ниточка немножко расслаивается, поэтому буду внимательна. 2 петли вместе лицевой, 2 изнаночные. И закончить ряд я должна последние 2 петли 2 изнаночных. Заканчиваю вязание первого ряда, и здесь у меня осталось 2 петли до конца ряда, провязываю 2 изнаночными. И здесь необходимо подтянуть кончики. Далее я их буду маскировать на изнанке, пока у меня еще нету провязанного полотна, поэтому пусть они пока висят. И здесь надо не забыть поставить маркер начала завершения ряда, и начинаю вязать второй ряд узора. Здесь были 2 петли вместе провязаны одной лицевой. И смотрите, для формирования узора мы поднимаем, вот она идет первая, и точнее вот первая и вторая петля, которая сверху. Мы должны поднять петлю, которую первую, чуть ниже располагается эта полупетля. Поднимаем ее на спицу, провязываем лицевой, а лицевую петлю снимаем. Далее по рисунку 2 изнаночных, мы их провязываем 2 изнаночными. Так, у меня ниточка расслаивается, поэтому я внимательно смотрю, чтобы не было расслоения. И вновь 2 петли вместе провязаны были, поднимаю первую петлю, которая находится чуть ниже, накидываю на спицу, провязываю ее лицевой, лицевую петлю снимаю, и далее по рисунку 2 изнаночные. И повторяю этот раппорт. Поднимаю вот эту вот петлю, полупетлю чуть ниже, провязываю лицевой, следующую снимаю, 2 изнаночные. И так провязываю этот ряд. Заканчиваю вязание второго ряда, и здесь провязываю последний раппорт. Поднимаю петлю перед лицевой, провязываю лицевой, лицевую снимаю, и последние 2 петли изнаночные. Здесь подтягиваю хвостики, перекидываю маркер и начинаю вязать третий ряд. Третий ряд мы по сути вяжем как первый ряд. Повторяется по сути 2 ряда, первый и второй. И смотрите, далее у нас идет по рисунку 2 лицевых. Здесь мы их провязываем вместе одной лицевой за переднюю стенку. Далее по рисунку 2 изнаночных. И повторяем 2 лицевых вместе одной лицевой, 2 изнаночных.
2 лицевых вместе 1 лицевой, 2 изнаночных. Провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать третий, начинаю четвертый ряд. Последний раппорт третьего ряда, 2 петли лицевых вместе 1 лицевой, 2 изнаночных. Перекидываю маркер и начинаю четвертый ряд. Четвертый ряд, по сути, повторяем точно так же, как второй ряд. Вначале поднимаем вот первую петлю на ряд ниже, ту 2 петли, которые провязали вместе 1 лицевой, и рядом петлю мы поднимаем, накидываем на спицу, провязываем ее лицевой, следующую лицевую просто снимаем, не провязывая, 2 изнаночных. И повторяем, поднимаем петлю на ряд ниже, которая рядом со второй лицевой, накидываем на спицу, провязываем ее лицевой, лицевую снимаем, нить за петлей, 2 изнаночных. Итак, провязываем этот ряд, поднимаем петлю. Обязательно смотрите, чтобы вы поднимали не вторую петлю, а вот первую, которая рядом, и она чуть ниже. Провязываем ее лицевой, лицевую снимаем, 2 изнаночных. И далее вяжем отворот, повторяя, по сути, первый, второй, третий, четвертый ряды просто повторяются. Провязываем мы отворот на высоту по желанию 6, 7, 8 до 10 сантиметров, какой хотите вы получить отворот. Итак, я провязала узор для отворота и заканчиваем вязание отворота четным рядом, там где мы поднимаем 1 лицевую и следующую петлю снимаем, и далее 2 изнаночных, то есть чтобы у нас на спицах было начальное количество петель. И далее, чтобы отворот зафиксировать, я провяжу 2 ряда изнаночными петлями, то есть мы все петли 2 ряда вяжем только изнаночные. Итак, я провязала 2 ряда изнаночными петлями и далее перехожу на вязание основной части шапки. И здесь мы, смотрите, с лицевой стороны вязали отворот, и теперь нам необходимо перевернуть сторону. И для этого я переворачиваю вязание, но при этом, смотрите, вот первую петлю снимаю и вокруг нее оборачиваю рабочую нить. Далее обратно первую петлю эту переснимаю, и у нас здесь получается, что с лицевой стороны изнаночная сторона отворота, и здесь мы будем начинать вязать узор как с лицевой стороны. И после того, как отворот перевернется, у нас лицевые основной части отворота будут совпадать. Итак, при вязании основной части я меняю раппорт узора. То есть здесь у меня идет резинка 2 на 2, 2 изнаночных и 2 лицевых, которые мы провязываем по особой технике. Здесь будет раппорт 3 петли, то есть 2 лицевых, которые мы провязываем по той же технике, и 1 изнаночная. И я начинаю вязать первый ряд и начинаю как с первого ряда раппорт 2 петли провязываю вместе 1 лицевой, далее 1 изнаночная, вновь 2 петли провязываю 1 лицевой за первую стеночку, 1 изнаночная. Итак, повторяю, я специально подбирала количество петель, у меня делилось и на 4, и на 3, чтобы раппорт узора совпадал как бы и по отвороту, и по основной части. По сути, вы здесь можете подогнать петли, убавив или прибавив там 1-2 петли. Я думаю, это не будет сильно влиять на разницу полотна. Или вы можете продолжить тот же раппорт узора 4 петли. 2 петли лицевых, 2 изнаночных. Итак, провязываю первый ряд. Заканчиваю вязать первый ряд основной части. И здесь у меня осталось
до маркера 3 петли, последний раппорт, 2 петли вместе, 1 лицевой и 1 изнаночная. Перебрасываю маркер и начинаю вязать второй ряд узора. И второй ряд мы вяжем так: поднимаем первую петлю на ряд ниже, накидываем ее на спицу, провязываем лицевой, следующую лицевую снимаем, не провязывая нить за вязанием, и 1 лицевая, то есть у нас раппорт узора вновь вернулся 3 петли. И так повторяем: поднимаем петлю, здесь что мы провязали 2 вместе лицевых, вот это вот первая лицевая петля, накидываем на спицу, провязываем лицевой, следующую снимаем и изнаночная. И так повторяем. Здесь узор будет основной части чуть плотнее, резинка получается 2 на 1. Итак, мы вяжем, по сути, повторяя первый и второй ряд до начала убавлений до сужения макушки. Итак, дорогие рукодельницы, начинаю вязать последний этап шапки — формирование макушки. Я связала шапку, можно сказать, на всю высоту резинкой, основную часть резинкой 2 на 1. И основная часть у меня провязана на высоту 24 сантиметра. Если считать с отворотом, то 31 сантиметр. Здесь у меня отворот примерно 7 сантиметров. Вот, можно сделать отворот и вот так вот измерять высоту шапки. В ширину у меня шапка получается около 19 сантиметров, но я рассчитывала, что буду носить шапку с небольшим натяжением, так как вы видите, она получается очень эластичная. Я закончила ряд, четный ряд вязания резинки, в котором мы провязываем 2 лицевых 1 петлей, и у нас получается на спицах как будто чередование лицевая изнаночная. И со следующего ряда начинаю уже вывязывать макушку. И для вывязывания макушки я буду использовать достаточно 4 чулочные спицы. Причем у меня нет того же номера чулочных спиц. Здесь я вяжу спицами номер 6, а здесь у меня спицы номер 4. Но можно взять для макушки спицы даже на номер меньше, будет лучше, чтобы макушка получилась чуть плотнее. Итак, беру чулочные спицы, то есть я все петли, 96 петель, поделю на 3 спицы. Это примерно по 32 петли, чтобы мне проще было закрывать макушку. И следующий ряд просто провязываю, здесь можно маркер уже убрать, то есть мы закончили вязать узор пышной резинки, чередуя 2 ряда. Теперь буду вязать далее просто резинку 1 на 1. То есть здесь, провязав последний четный ряд резинки, далее вяжу вот просто лицевую, изнаночную, и в этом ряду просто пока распределяю на 3 спицы все петли и провязываю. Ну, то есть, соответственно, у нас все равно количество петель уже убавится на треть. Итак, провязываю первый ряд макушки. Итак, я провязала все петли резинкой 1 на 1, распределила по 22 петли примерно на 3 спицы, и второй ряд тоже провяжу пока резинкой 1 на 1, чередуя 1 лицевую, 1 изнаночную. И в следующем ряду уже буду делать убавление, то есть еще больше сокращать петли макушки. Начинаю вязать третий ряд, и в третьем ряду буду еще сокращать петли вдвое, буду провязывать по 2 петли вместе. Но здесь вначале вот провяжу первую лицевую, и далее, когда идет по порядку изнаночная, лицевая, завожу спицу за первые стенки 2 петель и провязываю их 1 лицевой. Итак, все петли провязываю по 2.
Итого у нас количество петель сократится вдвое. Итак, провязав ряд по 2 петли вместе, у меня на спицах осталось 32 петли. И следующий ряд вяжу без убавлений. И здесь у меня получается по рисунку только лицевые петли. И провязываю один ряд только лицевые петли. Начинаю вязать 5-й ряд макушки. И здесь вновь делаю убавление, провязываю здесь все лицевые петли и провязываю вновь по 2 петли вместе одной лицевой. И сократится количество петель вдвое. Если у нас было 32 петли, то останется 16 петель. В 6-м ряду 16 петель провяжем просто один ряд лицевыми без убавок. Просто вяжем все петли лицевыми. Провязав 6-й ряд, смотрите, у нас вот такое вот осталось минимальное отверстие, и уже можно закреплять последние 16 петель. Обрезаю нить, оставляя хвостик, которым можно закрепить последние петли. И теперь с помощью крючка вот этот хвостик протягиваю через оставшиеся петли, чтобы петли не спрыгнули. Я по одной, по две можно протягивать. И протягиваю сначала хвостик через петлю, затем сбрасываю ее со спицы. Перекинув все петли на хвостик, теперь мы стягиваем вот это оставшееся отверстие и еще раз с помощью крючка протягиваю вот этот хвостик через петли последнего ряда и затягиваю так, чтобы в центре не было отверстия. Несколько раз по кругу делаем вот такую протяжку через петли последнего ряда, подтягиваем хорошо нить. Так, теперь можно сделать через одну какую-то полупетельку узелок, вытягиваем петлю, подхватываем и протягиваем. Вот сделали узелок, и теперь вот этот оставшийся хвостик утягиваем на изнанку. И на изнанке здесь тоже можно сделать узелок, закрепить. Вот такая вот с изнанки получается макушечка. Делаем узелок через какую-то полупетельку и коротко обрезаем хвостик. И получается вот с изнаночной стороны шапка, как резинка 1 на 1. И с лицевой стороны такая пышная ровная резинка. Пышная макушечка, макушка тыква, как ее называют. Отворот. И вот такая получилась шапочка. Дорогие друзья, надеюсь, вам был понятен мастер-класс. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых и теплых вещей. До новых встреч!